Приветствую вас, друзья! Хотел я поработать над одним роликом, но в процессе создания сценария понял, что сначала нужно рассказать об элементарных особенностях и фичах игры, которые эффективно работают и помогают игрокам в процессе игры, как я считаю. В общем, приступим. Два коллиматорных прицела на оружие. Многие игроки до сих пор задаются вопросами, а зачем кто-то ставит второй коллиматорный прицел, если у него уже установлен один? Ответ простой – ускорение прицеливания. Любой коллиматорный прицел в игре уменьшает время прицеливания на оружие. Фиолетовый прицел уменьшает его на 12%, а боковой кронштейн и вовсе теряет свой штраф к времени прицеливания. Тот же бонус имеет и, к примеру, прицел Доктор, установленный на оптическом прицеле Спектр. Использование аптечки при подборе артефакта. Урон от аномалий не блокирует исцеление от аптечек и бинтов. Если заранее начать использование аптечки, можно сэкономить время на исцеление здоровья, которое вы потеряете при подборе артефакта. Здесь же я хочу сказать о другой особенности. Эффективность совместного использования аптечек и бинтов. Если получили незначительное ранение в 20-30 очков здоровья, используйте бинт. Если же ранение серьезнее, аптечку. Если пользоваться одним спецсредством постоянно в течение матча, то вы можете потратить на исцеление больше времени, чем могли бы, имея все вместе. Прекращение анимаций. В игре есть множество долгих анимаций персонажа, эффект которых происходит раньше, чем сама анимация. Будь то использование спецсредств, перезарядка, стрельба и тому подобное. И все они легко прекращаются ударом приклада, перезарядкой или спринтом. Если вы начали перезаряжаться и видите, что счетчик патронов уже обновился, а анимация все еще идет, просто начните спринт, и анимация прекратится. Вы выстрелили с Барретт и не можете спринтовать? Начните перезаряжаться и сразу после этого начните спринт. Анимация спринта прервет анимацию перезарядки, которая до этого прервала задержку после вашего выстрела. Почти весь этот дискомфорт можно прекратить ударом приклада или комбинацией перезарядки и спринта. Комбинирование экипировки. Вы не обязательно можете собирать полноценный сет брони, вы можете совместить несколько вещей из разных комплектов. Либо, если вы собрали полный сет, но в нем нет маски, вы можете позаимствовать ее из других сетов. Например, взять маску Молот или противогаз Велес. К примеру, совмещение сета Зубр и боевого – одна из нравящихся мне комбинаций, которая имеет высочайшую броню в важных хитбоксах и по скорости быстрее любого комплекта с той же броней. Обезвреживание ловушек. Вы можете обезврежить мины не только вручную или выстрел, но и ударом приклада. Например, обойдя сзади МОН-50 и ударив с безопасного расстояния, мина взорвется, но вы останетесь при этом целы. То же самое работает и с капканом. Конденсатор. Изначально в игре он способен лишь разрушать аномалию с артефактом, в которую вы его кинете. При взятом умении конденсатор М2, вместо уничтожения артефакта, он перемещает его вам в контейнер, если вы его имеете. Он способен на это не только на ровной поверхности, а также сквозь некоторые препятствия, например потолок, стену и тому подобное. Тем самым позволяет забирать артефакты, находящиеся за пределом ограды на некоторых картах, например РЛС Восток Бойня. Помимо аномалий, конденсатор способен разрушать и токсичное облако мочалки. Причем, если игрок кинул две мочалки, при взятом умении мочалку 2, и обезвредил одну из них, то исчезнет и второе облако, как бы далеко от первого она ни находилась. Если вы кинете конденсатор в аномалию, окруженную облаком мочалки, то, скорее всего, вы сначала уберете облако, а аномалия останется цела. Вскарабкивание. Персонаж в игре способен самостоятельно взбираться на невысокие препятствия. Однако иногда персонаж способен делать это в местах, о которых обычным игрокам сразу сложно будет догадаться. Например, перила на лаборатории Вектор, металлические бочки почти на всех локациях, мусорные баки, бреши в стенах на заброшенной базе и тому подобное. Зная все эти места и пользуясь ими, вы сможете сэкономить драгоценное время, энергию, и у вас появится возможность застать вашего оппонента врасплох. Мочалка. Казалось бы, элементарно простой в обращении артефакт, аналогичный коктейлю Молотова из подобных игр. Но не только. Мочалка и ее облако способны наносить урон через препятствия. Если кинуть мочалку в стену или потолок, за которыми находится ваш противник, она станет наносить ему урон. В горизонтали мочалка имеет внушительный радиус, чего не скажешь о вертикали. Артефакт сможет поразить цели сверху от ее облака, однако персонажи снизу от него либо будут слабо повреждаться, либо останутся вовсе в безопасности. Если же подобным образом против вас применили этот артефакт, скорее используйте аптечку и покиньте облако, либо используйте живокост. Под его действием облако не доставит вам больших проблем. Просветы в дыму.
В настоящее время дымовые гранаты очень эффективно скрывают ваше присутствие. Однако есть пара вещей, способных выдать противника в дыму, либо же вас. Первое – другой дым. Разные источники дыма на одной плоскости будут конфликтовать друг с другом, время от времени подсвечивая объекты внутри них. Вызвать такой дым можно выстрелами, от которых поднимается пыль в воздух, либо, что куда проще, взрывчатка – гранаты. От взрыва пыли в воздух поднимается куда больше, чем от обычного выстрела, и вы спокойно сможете отличить противника либо другого персонажа в дыму, которому вы, скорее всего, еще и сломаете ноги, если подорвали его взрывчаткой. Дым можно сделать небезопасным, если кинуть в него мочалку. Просветить она никого не сможет, она будет скрыта в дыму, но это может послужить вам с пользой. Игроки под действием остальных артефактов будут хорошо видны в любом дыму из-за сияющей ауры, так что не советую использовать артефакты вне безопасного места. Также просветить противника вы сможете, если кинете дымовую гранату в аномалию. Если ваш противник будет находиться рядом с этой аномалией, ее свечение будет конфликтовать с дымовой завесой, и вы с легкостью сможете его там увидеть. Сканер. Либо возле источника дыма, либо в его очаге поставить или кинуть сканер, и вы увидите его на своей миникарте. Но противник может иметь защиту от сканеров, так что держите эту мысль в голове. Надеюсь, я смог как-то помочь вам, рассказав об этих особенностях игры и объяснив, как они могут работать, и помочь вам. Спасибо за внимание. С вами был Минор. Всем счастливо.